Всем привет, меня зовут Даниил, это Цедель Покраса. Сегодня я расскажу вам, как сделать вот такую вот седую бороду на этой маленькой миниатюре. Прям конкретно сядем, я вам покажу, как делал здесь тени я. Тени достаточно несложные, думаю, повторить сможет каждый, но считаю своим долгом рассказать вам об особенностях работы с белым акрилом. Ну что ж, предлагаю нам приступать. Итак, для создания теней на белом есть несколько способов. Видел, некоторые используют проливку, но это неправильно, потому что весь оттенок станет более темным и, соответственно, будет некрасиво, грязно, и оно вам не надо. Поменьше используйте проливку, сам иногда грешу этим, но надо отходить от проливки и делать более аккуратно. Если вы аккуратно это все сделаете, нет, с белым акрилом, белый акрил любой фирмы, любого бренда и проливка ГВшная несовместимы. В общем, различайте эти понятия и желательно не совмещать какие-то светлые белые оттенки с проливкой, потому что получится грязь. Для того, чтобы сделать, как раз таки вот в этом-то вся и проблема, что мы не можем сделать красивые тени, да, у многих это не получается. Для этого мы будем использовать обычную белую краску и черную краску. В принципе, бренд не важен, красить то, чем у вас есть. Сегодня я покажу, как это все грамотно использовать. Нам с вами нужно найти оттенок. Это зависит от того, какой вы хотите оттенок, такой вы и мешаете. Я замешал такой светло-серый, светло-серый оттенок, который мы будем делать углубление. И все. И белый для высветления, потому что белый мы в принципе никак больше высветлить не можем. Можем только подкорректировать то, где мы будем ошибаться. Так, ну что ж, первый этап, который мы делаем, мы, конечно же, замешиваем краску и наносим в углубление. Старайтесь сделать это аккуратно, потому что после того, как вы нанесете свой темный оттеночек, перекрыть его белым будет сложнее, потому что белая краска плохо перекрывает другие более темные, да вообще другие в принципе цвета. Любой цвет белая краска будет перекрывать там слоев в 4-5. Вот, любая. Я использую краску от Валеха, но в принципе любая краска будет работать, я думаю, плюс-минус так же. В некоторых местах даже вам понадобится еще больше слоев, чтобы перекрыть более темный оттенок. Поэтому наносим в углубление очень осторожно темный оттенок. Далее мы исправляем наши ошибочки, где-то мы не залезли, где-то перелезли, где-то мы что-то сделали не так, где-то переборщили, поэтому если у вас есть ошибки или то, что сразу бросается в глаза, то, конечно, перекрывайте белой краской. Замешайте, выдавите где-нибудь еще, возьмите еще красочку где-то в стороне на палитре и исправьте все места, где у вас были ошибки.
Ну как вам видео понравилось? Надеюсь, теперь не будете использовать проливочку на белой краске, и все у вас будет прекрасно. Действуйте так, как я рассказал в этом видео, и у вас все должно получиться, потому что техника действительно несложная. Не использовал я ее раньше, потому что не думал об этом. Сейчас это применяю, и думаю, как применяют и многие, потому что, в принципе, даже если так задуматься, здесь немного путей. Либо ты рисуешь тени сам, вот особенно на белом, либо ты используешь проливку. Но проливка это грязь, и использовать ее со светлыми красками я крайне не советую. Поэтому применяйте данную технику, и все у вас должно быть хорошо. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Залетайте в группу ВК, в мой инстаграм, там тоже много контента, годного, негодного вам оценивать. Но я стараюсь, там тоже сторис летят в инстаграме, посты летят в группе ВК. Поэтому переходите по ссылочкам ниже и подписывайтесь. Все, всем пока-пока.